Знаете, я иногда пересматриваю старые кадры Луны. Черно-белые, зернистые. И кажется, что это было в какой-то другой реальности, в другом веке. Что ж, в каком-то смысле так оно и есть. Последний человек покинул Луну в 1972 году. Тогда здесь, на Земле, слушали музыку на виниле, а про интернет и смартфоны никто даже и не мечтал. Но сейчас все снова меняется. Мы буквально на пороге новой космической эры. И программа Артемида – это конкретный шаг за шагом план вернуть людей на Луну. И на этот раз, чтобы остаться. А потом использовать ее как трамплин для прыжка еще дальше. С чего все начиналось? Почему остановились полвека назад? И что изменилось сейчас? Что уже удалось сделать? Кто полетит в следующий раз? И главное, зачем нам вообще все это нужно? Давайте разбираться. Это канал Космос в Кубе, а меня зовут Назар. Поехали! Последний раз человек вступал на Луну в декабре 1972 года. Экипаж Аполлон-17 покинул поверхность, оставив отпечатки ботинок и след от лунного ровера в лунной пыли. На Земле тогда бушевал нефтяной кризис, а космическая гонка между сверхдержавами теряла свой накал. Программа Аполлон, выполнив свою политическую миссию, была свернута. Лунная пыль на десятилетия осела в учебниках истории. Но сегодня мы снова смотрим на Луну. Не как на финишную черту прошлой гонки, а как стартовую площадку в новое будущее. Современные технологии, международная кооперация и принципиально новые цели меняют саму суть нашего присутствия в космосе. Возвращение – это стратегический шаг. Луна становится испытательным полигоном и базой для отработки всего, что потребуется для полета на Марс. Технологии жизнеобеспечения, использование местных ресурсов, защиты от глубокого космоса. Дело не в том, чтобы просто повторить достижения полувековой давности. Задача прийти и остаться, и построить постоянное присутствие человека за пределами Земли, начав с нашего ближайшего соседа. Артемида открывает эту новую главу. Грандиозная лунная программа «Аполлон» завершилась раньше, чем многие ожидали. После триумфа высадки политический интерес начал стремительно угасать. Главная цель была достигнута. США продемонстрировали свое технологическое превосходство в космической гонке. Бюджеты, которые требовались для поддержания таких полетов, стали казаться колоссальными на фоне земных проблем. Это война во Вьетнаме, социальные программы и нефтяной кризис. Каждая новая миссия стоила астрономических сумм, а публика постепенно привыкала к лунным прогулкам как к чему-то обыденному. Фокус космических агентств сместился. Вместо далеких лунных экспедиций НАСА сконцентрировалась на создании многоразовой транспортной системы – программы Space Shuttle. Ее целью стала практическая работа на околоземной орбите, вывод спутников, научные эксперименты и впоследствии строительство Международной космической станции. Эта низкая орбита стала новой рутиной, более доступной и прикладной. Луна же осталась в прошлом, как яркое, но дорогое воспоминание. На несколько десятилетий сама идея возвращения людей на Луну казалась нереалистичным. Технологии Аполлона устарели, цепочки производства были разорваны, а ключевые инженеры и ученые давно уже ушли на пенсию. Казалось, что эпоха лунных исследователей закончилась навсегда. Однако семена для будущего возвращения были посеяны именно в этот прерванный период. Накопленный опыт работы в космосе заложил фундамент для более амбициозных планов. Идея возвращения на Луну созревала постепенно, пройдя через несколько этапов. В середине 2000-х годов НАСА запустила программу «Созвездие». Ее амбициозной целью стало создание новых кораблей и ракет для полетов к Луне и Марсу. Хотя сама программа была закрыта из-за пересмотра бюджетных приоритетов, ее важнейшие разработки – космический корабль «Орион» и наработки по тяжелой ракете-носителю не пропали даром. Они стали технологическим фундаментом для следующей главы. Официальное начало новой лунной программы было объявлено в 2017 году. Она получила имя Артемида. В греческой мифологии Артемида была сестрой-близнецом Аполлона. Это название символизировало преемственность с великими достижениями прошлого, но указывала и на новый вектор. Одна из ключевых публично заявленных целей программы – высадка первой женщины на Луну, что отражает более инклюзивный и современный подход к исследованию космоса. Философия Артемиды отличается от подхода времен Аполлона. Акцент сместился с разовых визитов на создание устойчивого присутствия. Планы включают строительство окололунной станции Гейтвей и использование ресурсов Луны.
Принципиально новой стала модель реализации. НАСА выступает как заказчик и координатор, активно привлекая частные компании в качестве подрядчиков для создания посадочных модулей и других систем. Такой подход, а также формирование широкой международной коалиции участников позволили программе Артемида стартовать, объединять технологическое наследие, новые бизнес-модели и глобальное сотрудничество. Теории и планы должны пройти проверку реальностью. Программа Артемида совершила этот ключевой шаг 16 ноября 2022 года. В этот день с космодрома на мысе Канаверал впервые стартовала сверхтяжелая ракета СЛС. Ее запуск ознаменовал новую эру. СЛС стала самой мощной действующей ракетой в мире, развив при старте тягу на 15% большую, чем легендарный Сатурн-5. На ее вершине находился новый корабль «Орион», отправлявшийся в свой первый испытательный полет без экипажа на борту. Миссия Артемида-1 длилась 25,5 дней. Корабль «Орион» совершил облет вокруг Луны, вышел на далекую ретроградную орбиту и отдалился от Земли на рекордные 432 194 километра. Основной целью был сбор инженерных данных. Датчики фиксировали уровни радиации, работу систем жизнеобеспечения, навигации и связи. Особое внимание уделялось проверке теплозащитного экрана корабля, который предстояло выдержать ключевое испытание – возвращение в атмосферу. 11 декабря 2022 года «Орион» совершил свою историческую миссию. Войдя в земную атмосферу на скорости около 40 тысяч км в час, его теплозащитный щит выдержал температуру, близкую к 3000 градусам по Цельсию. Капсула успешно приводнилась в Тихом океане. Анализ данных подтвердил, что и ракета-носитель, и корабль, и все наземные системы отработали на отлично, или даже лучше ожиданий. Артемида-1 выполнила полет по траектории. Она доказала, что созданная архитектура надежна. Этот успех открыл прямой путь к следующему, уже пилотируемому этапу миссии Артемида-2. Луна никогда не была конечной целью программы Артемида. Она служит важнейшим испытательным полигоном, на котором человечество обязано отработать все технологии для своего следующего великого прыжка – пилотируемой экспедиции на Марс. Орбиты Земли и Марса вынуждают аппараты лететь по сложной траектории и в момент максимального сближения планет. В это время расстояние между ними составляет около 55-60 миллионов километров. Но даже при таком близком сближении, которое случается раз в 26 месяцев, перелет с использованием современных технологий занимает около 9 месяцев. Полная же экспедиция, включая возвращение, растянется на годы. Именно в таких условиях долгого автономного полета в глубоком космосе еще не бывала ни одна система жизнеобеспечения. Планы по использованию лунных ресурсов носят экспериментальный и долгосрочный характер. Действительно, ученые надеются, что в вечно затененных кратерах у южного полюса Луны могут находиться отложения водяного льда. Задача астронавтов – подтвердить его наличие, изучить свойства и провести первые эксперименты по добыче. Конечная цель – научиться превращать эту воду в кислород для дыхания и водород для ракетного топлива. Однако важно понимать, что количество и доступность этого льда до конца не изучены. И эксперты спорят, будет ли его добыча экономически целесообразной в ближайшие десятилетия или нет. Таким образом, каждая миссия Артемиды – это шаг к Марсу. Отработка технологий, добыча ресурсов, защита от радиации вдали от магнитного поля Земли, создание замкнутых систем жизнеобеспечения – все это критически важные уроки. Устойчивое присутствие на Луне станет нашей первой настоящей проверкой на пути к тому, чтобы человечество стало межпланетным видом. Дорожная карта Артемиды продолжает уточняться. Пока мы говорим, график миссии корректируется инженерами, учеными, чтобы обеспечить максимальную безопасность и надежность каждого этапа. Старт миссии Артемиды-2, первого пилотируемого облета Луны за полвека, в настоящее время назначен на февраль 2026 года. 4 астронавта, 3 американца и 1 канадец проведут около 10 дней в космосе, совершив облет и протестировав все системы корабля «Орион» в условиях реального полета с экипажем. Эта миссия станет последней репетицией перед возвращением человека на лунную поверхность. Следующая миссия Артемида-3 станет исторической. Она должна повторить и превзойти достижения программы «Аполлон», осуществив первую за более чем 50 лет высадку людей на Луну. Сейчас эта ключевая миссия официально перенесена. По последним данным НАСА, ее запуск ожидается не ранее 2028 года. Такой сдвиг сроков – часть обычной практики в подготовке столь сложных проектов.
Основное внимание уделяется решению технических задач, среди которых разработка новых скафандров для работы на поверхности и создание лунного посадочного модуля Starship компании SpaceX. После Артемиды-3 программа не завершится. Планируется, что следующие миссии заложат основу для постоянного присутствия человека на Луне. В фокусе начало строительства окололунной станции Gateway и доставка на поверхность инфраструктуры для длительных экспедиций. Каждая новая миссия будет делать лунную базу более обжитой, продвигая нас к главной стратегической цели – использования Луны как полигона для будущей пилотируемой экспедиции на Марс. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. А чтобы не пропустить новые выпуски, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. Ваша поддержка в виде лайка под этим видео и комментарии с вашим мнением или вопросами невероятно важна для меня. Читаю все, что вы пишете. Это лучшая обратная связь и источник идей для новых роликов. Всем спасибо. До следующего выпуска.